феврале 2025 ФБР ворвались в особняк Джина Хэкмена, знаменитого американского актера, игравшего в фильмах «Непрощенный» и «Враг государства». Внутри особняка агенты обнаружили труп актера и его жены, а также проход в секретный туннель под домом. Что там было? И почему эта находка все больше обрастает жуткими слухами о прошлом Хэкмена? Сегодня мы перешагнем порог мрачного особняка голливудской звезды и узнаем множество тайн. Готовы? Тогда начинаем! Джин Хэкмен покинул кино почти 2 десятилетия назад, выбрав уединение в Санта-Фе с женой Бетси. В свои 95 он стал отшельником, прячась в особняке, окруженном высоким забором. Бетси, пианистка, была его тенью. Всегда рядом, всегда заботлива и молчалива. Но в один день тишина дома нарушилась. Рабочие, пришедшие чинить трубы, нашли тела супругов в гостиной. Воздух стоял сухой, тела лежали в необычных позах. Полиция заявила, что Бетси умерла от хантавируса, редкой заразы, что прячется в пыли и переносится грызунами. Джин ушел на тот свет позже из-за остановки сердца. Такова официальная версия смертей, но она вызывает множество вопросов. Почему стариков не хватились раньше? Хэкмен хоть и стар, но звонил своему помощнику каждую неделю. И как хантавирус проник в их богатый дом? В Нью-Мексико эта зараза встречается, но обычно в старых сараях, а не в особняках. Соседи тоже подозревают, что официальная версия не совсем верна. Один вспоминал: иногда ночью я слышал гул из их дома, будто там работал какой-то аппарат. ФБР, нагрянув из-за анонимного звонка в особняк, нашли что-то. Люди говорят, что один агент споткнулся о люк в полу подвала, скрытый под ковром. За люком открылся туннель, темный, сырой, уходящий вглубь. Зачем актеру понадобился подвал в подвале? Сейчас постараемся разобраться. Спуск в туннель стал настоящим испытанием для агентов. Стены грубые, земляные, воздух тяжелый, с привкусом плесени. Это был не просто еще один подвал, а ход, уходящий дальше, чем должен. Слухи поползли сразу. Кто-то говорил о каких-то ящиках с бумагами, кто-то о старых костях в углу. Один парень, живущий неподалеку от особняка, уверял, что видел нечто жуткое. Как агенты вынесли что-то большое, завернутое в ткань, но доказательств словам очевидца нет. Полиция не дает никаких комментариев, а ФБР лишь ссылается на то, что облава на особняк – это просто проверка. Но неравнодушные люди в Санта-Фе знают, такие проверки не рождаются на пустом месте. Нью-Мексико – земля с историей. Под ней тянутся старые шахты, убежища, ходы контрабандистов. Может, туннель достался Хэкмену от прежних хозяев? Или он сам его вырыл, пряча что-то от мира? Местный старик рассказывал: «Я видел свет внизу их дома. Поздно ночью. Думал, они хранят там вино. Но, как оказалось, глубоко под землей было вовсе не вино, а кое-что похуже». Эта находка наводит на мысль: что если их смерть не случайность, а часть этой тайны? Туннель под особняком Джина Хэкмена сильно возбудил воображение общественности. Люди и сейчас, спустя месяц, шепчутся, строят догадки насчет Хэкмена, и каждая теория страшнее предыдущей. Первая, самая безобидная – археология. Хэкмен любил старые истории. Он писал романы о Диком Западе, любил копаться в прошлом, изучать историю. Может, он нашел под домом следы чего-то из другого столетия. В Нью-Мексико находится много жутковатых исторических мест. Индейские захоронения, тайники испанцев. Что если туннель стал его личным раскопом? Он мог прятать там очень личные вещи, либо же останки чего-то, что хотел бы скрыть. Вторая теория мрачнее. А что если Хэкмен экспериментировал? В доме нашли следы ртути. Старой, потекшей из банок. Ее используют для обработки металлов, и она крайне ядовито. Может, он проверял свои находки и случайно отравил воздух? Хантавирус, убивший Бетси, мог прийти из земли, которую он вскрыл. Соседи вспоминали, собаки кашляли задолго до их смерти, будто чуяли беду. Неужели Джин, копаясь в туннеле, выпустил что-то смертельное? Ученые говорят, вирус может жить в пыли годами. Но почему Хэкмен был так неосторожен? Это был спланированный выпуск вируса, или он не понимал, что творит? Третья версия, самая зловещая – тайное общество. Хэкмен жил одиноко, гостей не звал. Что, если он был частью чего-то скрытого? В прошлом в Нью-Мексико орудовали социально опасные группы. Масоны, контрабандисты, даже культы. Туннель мог быть их старым логовом, найденным случайно. Или Хэкмен сам его построил для встреч в темноте. Тот гул, что слышали соседи, наводит на мысль. Там работало что-то. Машина, генератор, а может что-то хуже. Некоторые верят, он стал жертвой своих темных покровителей, а смерть не случайность, а расплата за связь с не теми людьми.
ФБР не опровергает и не подтверждает факты о таинственном туннеле, но слухи лезут из всех щелей. Один из источников сообщил, что в туннеле нашли ящики, деревянные, потемневшие от сырости. Внутри бумаги, пожелтевшие и мятые. Может, это заметки Хэкмена о его книгах или что-то личное, что он не хотел показывать. Бывший сосед Хэкмена, видевший агентов, уверяет, в ящиках, что выносили агенты, были кости. Разглядеть их не удалось, но они были похожи на животные. Дом стоит на старой земле, где когда-то жили фермеры, так что в этом нет, казалось бы, ничего удивительного. Кости могли остаться после этих фермеров. Но почему тогда агенты так спешили их забрать? Также очевидцы упоминают рабочий уголок в туннеле, стол с парой инструментов и банок с ртутью. Что-то вроде полевой лаборатории. Хэкмен мог там чистить свои находки с помощью ртути, проверять металл на качество. Ртуть ядовита, ее испарения могли подняться в дом, смешаться с пылью. Это объясняет хантавирус. Вирус плюс токсины, и смертельный исход обеспечен. Кости, бумаги, ртуть – ничего сверхъестественного, но все вместе эти вещи наводят на жуткие мысли. Что конкретно Хэкмен делал в подвале? Копал древние артефакты. Попробуем снова поискать ответ в стенах дома. Тайна туннеля Джина Хэкмена с каждым днем становится все больше полна подробностей и всевозможных догадок. Недавно в Desat пользователь сообщил, что изъятые бумаги из дома Хэкмена содержали, помимо прочего, личные записи актера. Это не было полноценным дневником Хэкмена, а что-то вроде сборника заметок. В них Хэкмен писал о гуле в стенах и тенях, что движутся. Одна строчка звучала так: «Я спустился ниже. Там холодно, но что-то рядом дышит». Это похоже на бред со стороны очередного интернет-тролля, но страсть актера к уединению, а также последствия деменции заставляют задуматься. Может, Хэкмен действительно что-то слышал в глубине подземных ходов, или какой-то зверь шевелился в темноте, пока Хэкмен исследовал подземелье? Утверждается, что ФБР еще нашли кассету, потертую с голосом актера. На записи Хэкмен говорит тихо, с паузами. «Оно там, под землей, я чую его». Потом низкий гул, возможно, тот самый, что доносился до соседей в ночи. Скептики скажут, это просто грунтовая вода журчит в глубине или земля осыпается. Но на записи этот звук кажется неприродного характера, будто кто-то живой стучит изнутри. Зачем Хэкмен это записал? Хотел доказать себе, что не сходит с ума, или хотел оставить зацепки для тех, кто придет исследовать правду после него? Чтобы лучше понять тайну туннеля под особняком, надо заглянуть в жизнь Хэкмена. Он был не просто актером, он жил тайнами. В молодости служил в морской пехоте, потом играл шпионов и параноиков, например, в «Разговоре». Эта роль могла засесть в нем и пробудиться вследствие деменции. Хэкмен как-то сказал: «Меня тянет к тому, что спрятано». После кино он погрузился по уши в книги, писал о старых временах, копался в пыльных архивах. Может, эта тяга к истории и привела актера под землю? Он мог найти старую карту или услышать от местных о ходах под Санта-Фе, решив проверить сам их существование. Собаки. Еще одна ниточка. Их было 5, и они жили с ним до конца. Соседи замечали, перед смертью псы выли и кашляли, будто чуяли беду. В туннеле нашли кости. Старые, звериные, может, от прежних собак или от чего-то еще. Хэкмен их любил, но не замечал ли он, что они страдают? Это наводит на мысль. Туннель влиял на всех в доме. Может, он знал больше, чем говорил, но молчал. Из страха или упрямства. Его одиночество тоже важно. Он сторонился людей, закрывал ворота. Это идеально для человека с тайной, будь то эксперименты с землей или встречи с тенями прошлого. Что, если он стал частью чего-то скрытого? Не культа с ножами, а тихой группы, что хранит старые секреты. Или он просто заблудился в своих мыслях, копая глубже, чем следовало? Когда слухи о туннеле вырвались наружу, мир загудел. Старые друзья Хэкмена из Голливуда качали головами. Он всегда был чудаком. Кто-то шутил, что Джин нашел под домом сюжет для нового фильма. В Санта-Фе началась лихорадка. Люди толпились у забора, снимая каждый угол. Жители по соседству от дома Хэкмена подливали масло в огонь, рассказывая толпе зевак всевозможные байки. Один старик клялся: «Я знал, что там что-то нечистое происходит». В интернете начался хаос. Посты о туннеле множились, как грибы после дождя. Кто-то продавал пыль из сада Хэкмена. Просто грязь в пакете, но покупатели были. Одни видели в нем гениального копателя тайн, другие – старика, чья одержимость сгубила жену. Город просил покоя, но любопытство побеждало. Все были в предвкушении правды, но новая находка разрушила все представления.
Тайна туннеля Джина Хэкмена обрастает новыми тенями. Говорят, агенты нашли внизу карту, старую, на куске бумаги, что крошится от времени. Она показывала ходы под Санта-Фе с крестиком прямо под его домом. Линии грубые, с какими-то значками. Не буквы, а что-то древнее, похожее на следы прошлого. Ученые говорят, это могли быть шахты или тайники, что рыли сотни лет назад. Но зачем она Хэкмену? Может, он нашел ее где-то, в архивах, у старого фермера и решил проверить? Или сам нарисовал, копая глубже? Рядом с картой лежала коробка, железная, с проводами и тусклой лампочкой. Когда ее тронули, раздался гул, низкий, дрожащий, как тот, что слышали соседи. Это мог быть старый датчик. Такие ставили в шахтах, чтобы искать воду или руду. Но кто его включил? Хэкмен в последние дни? Или он ожил сам, когда туннель вскрыли? Некоторые шепчутся. Этот гул разбудил что-то под землей. Газы, пыль, что-то ядовитое. Может, он стал последней каплей для хантавируса? Агенты забрали коробку, но ее эхо все еще звучит в рассказах. Карта и датчик – это не просто вещи. Они намекают, Хэкмен искал что-то. Может, тайник прошлого? Или следы тех, кто был здесь до нас? Гул мог быть ключом. Или предупреждением, которого он не услышал. Смерть Бетси от хантавируса. Ниточка, что тянет к туннелю. Вирус редкий, прячется в пыли, что оставляют грызуны. Но в чистом доме Хэкмена мышей не водилось. Тогда откуда он? В туннеле нашли землю. Сухую, с мелкими косточками, будто от крыс или собак. Ученые говорят, вирус мог спать в этой пыли годами, пока ее не потревожили. Может, Хэкмен копал и поднял смерть наверх. Плесень на стенах, черная влажная, только хуже сделала. Ее споры могли смешать с вирусом, превратив его в убийцу. Собаки – свидетели. Они кашляли и выли, еще когда Бетси была жива. Соседка вспоминала. Она жаловалась, что псы чешутся, но думала, это блохи. Неужели они первыми вдохнули яд из туннеля? Хэкмен мог не заметить. Возраст брал свое. Разум путался. Или он знал, но молчал, поглощенный своей тайной. Ртуть, плесень, пыль. Все это могло стать ловушкой. Эксперименты с землей, что он вел внизу, обернулись против него. Но что он искал? Истину. Или что-то, о чем не говорят вслух. Туннель стал дыханием смерти. Тихим, незаметным, но крайне опасным. Хэкмен, сам того не ведая, из-за своих путешествий по подземелью подписал смертный приговор себе и супруге. Хэкмен, ввиду своего затворничества и нежелания выходить на публику, нашел себе занятие по душе – исследование древних подземелий. Правда, если учесть его заметки о тенях и гуле, то становится очевидно. Дедушка слишком заигрался со своими подземными ходками. Что же Хэкмен увидел там, в земных недрах? Может, он нашел старую шахту и решил, что там спрятано что-то важное? В Нью-Мексико ходят легенды о золоте, о тайниках, о людях, что исчезали под землей. Или он поверил в мифы прошлого, о индейских капищах, что хранят в себе невероятную мощь. Его роли в кино, как мы уже говорили, вполне могли сыграть с ним злую шутку. Он играл шпионов, людей, что видят то, чего нет. Что, если эта паранойя ожила в сознании несчастного старика? Туннель стал его убежищем. Местом, где он искал правду или прятался от нее. Карта, датчик, заметки – это как послание, но для кого? Для нас. Для тех, кто знает больше? Или для теней, что он чуял внизу? А может, он понимал, что уходит и хотел оставить след? Там что-то есть, писал он. Это крик одержимого или зов к тем, кто придет после. ФБР забрало его тайну, но она все еще шепчет из-под земли. Что он разбудил и что осталось ждать нас? История про таинственные ящики в туннеле вскоре нашла свое продолжение. Пользователи социальных сетей, живущие в Санта-Фе, уверяли, что в вывезенных агентами ящиках были странные камни с необычно вырезанными линиями. Согласно слитым данным, у них был слабый намек на радиацию. Не от бомбы, а от чего-то другого. Возможно, урана, который вполне можно приобрести на черном рынке. Камни, как говорили очевидцы, были очень странные. Линии на них не просто царапины, а узоры, что могли оставить люди прошлых веков. Может, Хэкмен нашел тайник. Не с золотом, а с каменной живописью древних племен индейцев. Ртуть, что он использовал, могла быть использована для очистки камней. Но откуда радиация? Она могла прийти из земли, которую он вскрыл. Или это последствия его экспериментов, неосторожных, смертельно опасных. Особняк Хэкмена стал домом-призраком Санта-Фе. Его хотят продать.
цена выросла из-за шумихи. Но никто не спешит жить там, где смерть вышла из-под пола. Город шепчется о создании музея, чтобы показать туннель людям, рассказать удивительную историю. Но ФБР держит дом запертым, будто боится, что общественность найдет там что-то важное. Пока все не ясно, сказали они и перестали отвечать на вопросы журналистов. Но киношники уже навострили свои перья в предвкушении. Фильмы, книги и подкасты о тайне Хэкмена ждут удобного момента, чтобы выйти в массы. В массы, где одни видят в нем гениального археолога, что копнул слишком глубоко, другие – старика, чья страсть к неизведанному сгубила его и жену в придачу. Бетси осталась в тени. Ее пианино ушло с аукциона. Кто-то купил его, уверяя, что клавиши все еще хранят прикосновение известной пианистки. Выжившие собаки нашли новый дом, но их вой до сих пор помнят соседи. Туннель, говорят, засыпали. По крайней мере, так говорят местные власти. Но люди, живущие неподалеку, клянутся. Иногда ночью земля гудит, как раньше. Может, там внизу что-то осталось? Кости? Тайны? Или результат экспериментов Хэкмена, который ждет своего часа? В сети не утихают споры на эту тему. Люди гадают, что скрывал пожилой актер-затворник. Одни требуют у ФБР открыть правду, другие уверены, что лучше этой темы не касаться вообще. Хэкмен ушел, но оставил после себя, помимо доброй памяти как об актере и писателе, жуткое наследство в виде странного подвала. Тайна особняка Хэкмена – это история, которая будоражит кровь и леденит душу. Эксперименты с землей, туннель в прошлое или следы тех, кто скрывал свои секреты под холмами. Он копал, искал, но нашел смерть. Для Бетси, для себя. ФБР унесло его тайну, оставив нам шепот. Что там внизу? Может, он хотел рассказать нам что-то или спрятать навсегда? Что думаете вы насчет тайны особняка Хэкмена? Верите ли вы в ужасы туннеля? Пишите в комментариях. Если история вас зацепила, ставьте лайк и подписывайтесь. Впереди вас ждет еще много нерассказанных тайн.